Всем привет! Это вторая часть урока по рукам. Но это скорее даже дополнение к уроку, нежели что-то большее. Итак, давайте разберем немного то, как наша рука двигается и при каких движениях нужно учитывать некоторые детали. Вот сейчас это скорее расслабленный вид, как в учебниках по анатомии, то есть смотрится, не совсем естественно, как будто руку специально выставили на показ. Если человек, к примеру, просто стоит прямо, то, конечно же, он не будет так держать свою ладонь открытой. Так что в этом случае немножечко поворачиваем саму кисть и предплечье вовнутрь. И, можно сказать, такое положение руки будет, если человек просто стоит прямо с опущенными руками и ничего не делает. Такое положение руки, конечно же, имеет место быть, но все же тут нет никакого движения. А чтобы наша фигурка выглядела более-менее живой, ей обязательно нужна динамика. Давайте представим, что теперь рука вытянута вперед и тянется куда-то. Она, естественно, поднимается в плечевом суставе в ту сторону, куда нам нужно, а вот локтевой сустав распрямляется до максимального своего состояния. И со стороны он будет выглядеть так, будто выгибается в другую сторону. А вот бицепс немного растягивается и удлиняется. Он все-таки крепится к локтевым костям, и при таком положении они его немного тянут за собой. Когда я лепил Эша, то его рука изогнута именно так, и создается впечатление, будто он изо всех сил тянется наверх. Но одного локтя, конечно же, тут мало, чтобы передать этот вид тянущейся руки. Там уже и само плечо немного подается вперед, о плече поговорим в следующих уроках, и сама кисть тоже занимает определенное положение. Чтобы это показать, нужно кисть немножечко опустить вниз, большой палец оттопырить назад, а указательный выпрямить строго вперед. И все эти детали, соединенные вместе, изогнутый локоть и кисть с этими пальцами, почти всегда будут показывать нам, что рука куда-то тянется. Следующее положение руки — это сгиб локтя под углом, примерно 90 градусов, но с опущенной кистью вниз или вовнутрь, хотя тут с кулаком будет понагляднее. Что меняется здесь? В первую очередь бицепс немного становится короче, но он не сокращается в таком положении, если кулак смотрит вниз. А вот предплечье наоборот. Внутренняя его часть, которая отвечает именно за сгиб пальцев и кисти, становится более круглее. Здесь, конечно же, очень много нюансов и легче все обводить то, на что надо обращать внимание, чем рассказывать, потому что локтевые кости закручиваются, все эти мышцы их оплетают. В общем, надо больше смотреть, чем слушать. Локоть становится острее в согнутом положении. Когда кисть смотрит наверх, то по большому счету общая форма предплечья не меняется, но зато уже сокращается сам бицепс. Сокращается он и как снизу у локтя, так и сверху у плеча. В общем, я тут тоже обведу эти нюансы, потому что сам бицепс, он ни разу не круглый, у него такая непонятная форма. Со внешней стороны он выглядит так, со внутренней уже по-другому, и на что-то круглое, как это лепит большинство, он совсем не похож.
Немного добавил грудной мышцы, чтобы была общая картина. Также под бицепсом в подмышку уходит еще одна мышца. Ее видно только если рука поднята вверх или отведена в бок. Это тоже нужно учитывать. Трицепс он практически не меняется. Немного становится подлиннее к локтю, а со стороны подмышки становится более плоским. Именно так он будет выглядеть в напряженном состоянии. Ну, собственно, и все по рукам. Это, можно сказать, основные три положения руки. Дальше идут уже их вариации и положение плеча вверх, вниз и так далее. Что касается женской руки, ну тут у меня всегда одни проблемы. Все получается или очень худым, или мускулистым. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Лепка начинается точно так же из 3 брусков. Только в предыдущем варианте я набирал массу, налепливая мышечные группы, а здесь уже из полученного объема я формирую руку. Сначала делаю кисть, мне так легче воспринимать всю руку полностью, а потом от нее иду уже дальше. Это, конечно же, не правило, но мне так легче лепить. После того, как я набросал форму кисти, уже перехожу к предплечью. Но уже как бы вытачиваю форму, убираю все лишнее. Рассказывать тут особо и нечего. Та же самая рука, только максимально худая и без этих мышечных бугров. Когда залью исходник, там будет видно, что я практически все только разглаживаю и убираю лишнее. Кстати, подписывайтесь на второй канал, все исходники будут там весь склад. Ссылка в описании, как обычно. Ну и на что тут, собственно, нужно обратить внимание. Плечо, оно не круглое, оно немного скошенное, то есть на нем нет такого объема мышц. Ну и спасти все положение, придать окончательный вид, добавить этой женственности, помогут легкие изгибы. Немножко в локте, в запястье, как я объяснял ранее, пальчики тоже должны быть каждый на своем месте. И при каких-то ракурсах все выглядит довольно убедительно, изящно, можно даже так сказать. А с каких-то сторон что-то не очень сдалось. Но тут надо подольше сидеть, ловить позу, потому что даже мельчайшие движения уже сильно меняют картинку. В общем, пробуйте, не бойтесь двигать то, что слепили, придавайте этому различные позы, и рано или поздно попадете в точку и наткнетесь на то, что нужно. На этом по рукам я закончу. Далее посмотрю или голову начну разбирать, или еще что-нибудь, как по настроению. Надеюсь, объясняю и показываю я все понятно, и вы черпаете из этого какие-то знания. Также не забывайте заглядывать в описание под видео, там всякие ссылки на группу, и повторяюсь, на второй канал, на пластилин, из которого я леплю. И также есть ссылка, чтобы поддержать автора, то есть меня. Ну и все. Спасибо за просмотр, всем липунам удачи, творческого успеха и всем пока, услышимся в следующем видео.